Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Пару дней назад мы провели посев первых растений нового сезона 2024. Отдельного видео для канала Сад Огород своими руками я на эту тему не снимал, потому что за прошлые годы у меня таких видео уже несколько есть. Кому интересно посмотреть одно из них, вот здесь более подробно все о посеве семян многих видов растений. Но я обещал снять это видео и рассказать своим зрителям, какие растения мы посеяли первыми. Я сейчас озвучу список и более подробно остановимся на основных нюансах, которые помогают нам получить быстрые и дружные всходы. Давайте начнем со списка. Итак, посеяли мы позавчера такие растения. Гвоздика китайская Диана, дихондра, серебристый водопад и изумрудный водопад, бакопа, пеларгония, остеоспермум, вербена, виола, гацания, ампельная петуния, бальзамин баланс, бегония разных видов. Друзья, как видите, в этом списке нет многих растений, таких как томаты, огурцы, сладкий перец, горький перец, баклажаны, капуста. Мы это еще не сеяли. Все эти виды будем сеять попозже. Но в этот список, если будете выращивать эустому, я бы включил еще эустому. Возможно, что-то вы также уже в это время сеете. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы бы добавили к этому списку. Какие параметры существенно влияют на качество прорастания семян. Их не так много, но если мы не выполним хотя бы один из этих параметров, то мы рискуем либо плохие всходы увидеть, либо вообще их не дождаться. Друзья, первое это, конечно же, качество семян. Но давайте возьмем априори, что мы используем качественные, жизнеспособные семена. Даже имея такие семена, но не создав для них определенные условия, мы рискуем, что эти семена не прорастут. Мы будем, может быть, ругать, семена плохие или еще что-то, там с семенами не так. На самом деле, возможно, ошибка допущена нами. Чтобы этих ошибок не допускать, давайте я вот подробнее об этом расскажу. Итак, качественные семена. Первым делом, конечно же, грунт. Грунт должен быть легкий, рыхлый, воздуха и влагопроницаемый. Для того, чтобы после того, как семечко раскроется и выйдет росточек, росточек начал дышать. И чтобы ему было легко преодолевать этот грунт. Вот почему грунт должен быть рыхлый. Я думаю, это всем понятно, и все этого придерживаются. Второе – это глубина размещения семечки относительно поверхности. Очень важно соблюдать эту величину, потому что семена различаются по размеру. Мелкосемянные растения мы сеем поверхностно. Какие из вот этого списка семена мы расклали в этот раз поверхностно? Бакопа, виола, хотя виолу можно на пару миллиметров заглублять. До 3 миллиметров мы ее раньше заглубляли, тоже были хорошие всходы. Ампельная петуния, так же как и потом мы будем сеять кустовую петунию, раскладывается поверхностно. Бальзамин баланс поверхностно. И все виды бегоний мы тоже раскладывали поверхностно. Вот представьте себе, в 1 грамме бегонии семян находится более 10 тысяч. Какой мелкий размер. И если мы заглубим хотя бы на 5 миллиметров семечку бегонии, она просто не сможет, ей не хватит энергии пробиться, увидеть солнце и начинать процессы фотосинтеза. То есть семечко погибнет. Мы не увидим всходов. И, естественно, будем ругаться на семенах, хотя это чрезмерное заглубление. Третий момент – это полив. Все дело в том, что семечко – это будущее растение, которое находится в состоянии покоя. Наша задача – вывести семечку из состояния покоя и разбудить в ней жизнь, чтобы начались процессы прорастания. Все это делается с помощью полива. С помощью повышения влажности мы размягчаем внешнюю оболочку, и внутреннее содержимое семечки, белок, он начинает пить. Плюс белок начинает увеличиваться в размерах, он начинает разбухать. Белок некоторых семян способен разбухнуть под воздействием поливной влаги в несколько раз. И таким образом, увеличиваясь в размерах, внутреннее содержимое семечки способно разорвать и раскрыть внешнюю оболочку, за счет чего в этот разрыв выходит росточек. Если мы дадим недостаточное количество влаги, то белок, может быть, не увеличится
до нужных размеров и не сможет разорвать. Не хватит просто этого пространства, и все, росточек самостоятельно не разорвет внешнюю оболочку. Она достаточно крепкая у семян. Почему она должна быть крепкой? Да потому, чтобы сохранялся вот этот белок в состоянии покоя, чтобы ничего не могло лишнее проникнуть внутрь семечки. Это природой заложена защита. Эту защиту по-хорошему преодолеть и разорвать может только вода с помощью увеличения белка. Друзья, если не допольем, мы можем всходов не увидеть. Поэтому тщательный полив. Но в то же время полив не должен быть чрезмерным. Семечка не должна быть в воде, иначе ей не хватит воздуха, и она рискует задохнуться. Потому что белок, когда начинаются процессы жизнедеятельности, процессы обмена веществ внутри, зарождается когда жизнь. Для этого необходима не только вода, но и воздух и температура. И вот второй из этих моментов, очень важный следующий момент, да, это повышение температуры. Влага и температура, они должны идти рядом при происхождении процессов прорастания, пробуждения семечки. Просто влага, но без нужного повышения температуры мало что дадут. Семена будут неровно всходить. Да, они напьются, влаги, может быть, пораскрываются, но развитие дальнейшего проросток может не получить при низких температурах, либо будет прорастать очень медленно. Поэтому создаем, кроме повышения влажности, повышение температуры. Оптимальная температура 22-25, а еще лучше 20 до 27 градусов. Хотя разные растения требуют разных оптимальных температур, но мы делаем универсальную величину, потому что вот в тех рассадных отделениях, куда мы помещаем после посева наши кассеты, наши плошки с семенами, мы не можем создать идеальные температуры для разных культур, разные. Поэтому вот в среднем такой коридор 22-27 градусов, он подходит большинству растений. Уже потом, после того, как появились всходы, мы должны создавать разные условия для продолжения выращивания рассады, стараться создать разные условия в соответствии с потребностями той или иной культуры. Но об этом позже будем разговаривать. Так вот, друзья, вот это сочетание повышения влажности и температуры и позволяет нам получить быстрые взрывные всходы взрывного прорастания. Если не хватит влажности, или не хватит температуры, или того и того, то, естественно, какие всходы будут? А никаких. Ну и глубина заделки тоже играет важную роль. Давайте сейчас коротко посмотрим, куда мы поместили свои посевы и какая там сейчас температура. Я вкратце расскажу, что мы сейчас, как наблюдаем за ними. Напротив света весьма плохо показывает видеокамера, поэтому я так приближу, чтобы было видно. Так, друзья, вот это вот верхнее у нас отделение, оно самое узкое. Нам пришлось его даже немножко поднимать, потому что располагалась эта полка ниже, вот это, и слишком прохладно было. Я открутил все болты, тут на болтах все, и приподнял ее на 5 сантиметров, то есть уменьшил объем вот этого пространства, чтобы лампы, которые играют роль источника не только света, но и источника тепла в первую очередь, чтобы они были способны прогреть вот это пространство до нужной температуры. И давайте заглянем. Вот у нас градусник, термометр стоит 26,2. Это температура, которая сейчас в том отделении. И влажность 52%. В принципе, влажность нормальная, потому что это влажность все-таки воздуха. А на самом деле, если вкратце заглянуть сюда, я не хочу сильно открывать, мы каждое утро проводим проверки. Так вот, влажность вот именно под этой пленочкой, она 95%. Тут все полито. И есть такой разделитель между влажностью вот этой воздуха и влажностью вот этой почвы, в которой находится сейчас на прорастании семена. Есть вот этот разделитель в виде пленки. Мы его не будем убирать до тех пор, пока мы не увидим проростки. Как только увидим проростки, мы будем резко влажность, окружающую проросток, убирать. Как видите, резанные кассеты мы используем так уже традиционно. Разрезаем их по количеству семян, которые сеем. Это очень удобно ухаживать и накрывать, и раскрывать в том числе, потому что разные культуры
культуры в разное время могут прорасти, и поэтому убирать в общей кассете, как-то открывать отдельную культуру будет неудобно. Выращивая же отдельно в отдельных таких емкостях, мы можем уже как-то маневрировать и выходить из положения. Также используем для посева. Вот там стоят плошки такие, но если семян побольше уже, тогда используем плошки. Вот, друзья, в каком отделении, при какой температуре. Каждое утро мы открываем вот эту защитную шторку, которая постоянно у нас закрыта до прорастания. Когда попрорастают растения, мы их будем, конечно же, опускать. Вот они ждут уже. Они уже ждут. Здесь свое освещение налажено. Естественно, здесь будет свой термометр, который будет нам показывать температуру и подсказывать, что делать дальше. Ну и есть еще полка тоже. Она у нас с лампами. Будем зажигать лампы по необходимости. Вот, друзья, что хотел рассказать вам в этом видео. Я надеюсь, вы тоже уже готовы к посевам, проводите уже посевы. На этом закончу. Всем желаю хороших всходов, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.